Еще смотрите, что сегодня на базаре купил. 5-килограммового индюка купил. Индюка, конечно, можно разрезать на кусочки, крылышки отдельно, ножки отдельно, грудка отдельно. Не спортивно выглядит. Индюка хорошо запечь. А я запекать умею хорошо. Рассказать вам историю, как я научился хорошо запекать. Что индюка, что курицу, что рыбу. В Баку был праздник, парад еды во время Навруза. На бульваре все районы выстроились. Смотрю, одна женщина в возрасте, старше меня немножко, но красиво выглядит. Идет с тазиком на голове. Целый таз несет чего-то. Поставила, я пошел, думаю, посмотрю, что у нее там. Я, чтобы не сбиться, посчитаю, сколько ложек соли я кладу в воду. 1, 2, 3 пока что. Раствориться попробую, вкусно или невкусно. Так вот, подхожу я к этому тазику, который эта женщина принесла. Там чего только нету. Цыплята ляванги, фаршированные орехами, луком, алчой, рыба, мясо, все в тандыре приготовлено. И все, я смотрю, что так приготовлено, я бы это поел. Потом приходит еще один человек. Как выяснилось, ее брат. Его звали Губат Муалим. Они приехали с Ленкорани. А в Ленкорани, наверное, 70% блюд готовятся в тандырах. Они все запекают. Но я понял, что мне повезло. Мне повезло встретиться с мастерами просто мирового класса, мирового уровня. И я не постеснялся. А что стесняться? Я сказал: Губат Муалим, будьте моим учителем. Можно я к вам в Ленкорань приеду? Посмотрю, как вы готовите. Взял фотоаппараты, взял видеокамеры, поехал к Губат Муалиму. 2 дня готовили. Вся семья готовила. Он готовил, его сестра готовила, его сыновья готовили. Сыновья тоже хорошие повара. Чуть моложе меня, ребята, но хорошие повара. 3 ложки соли мало. Я добавлю еще 2 ложки. То, что происходило у них дома, для меня было удивительно. Все готовится огромными порциями. Семья большая, гости, мы приехали. Еще какие-то гости из России, стол накрывают, 30 метров стол. Но мне интересно, что происходит в тандыре. Я к тому моменту уже кое-как подготовился. Почитал книги, справочник шеф-повара, американские книги по запеканию. Американцы умеют запекать очень хорошо. И я совершенно точно знал, что внутри грудки у курицы максимальная температура должна быть 84 градуса. И я совершенно точно знал, что для запекания курицы температура в печи, что в духовке, что в печи, что в тандыре, должна быть 185 градусов. У меня термометров с собой было. Не у всех людей столько картошки дома, сколько у меня было с собой термометров. Я все измерял. И вот я смотрю, что тандыр греют. Вот теперь хорошо. Тандыр греют, дрова бросают. И вроде бы вот уже дрова сгорели, тандыр нагрелся. А подходит женщина молодая, сноха Губат Муалима. Она подходит так к тандыру, вот так вот на него посмотрела, взяла еще 2 ветки и бросает в этот тандыр. Эти 2 ветки сгорели, я подхожу своим термометром, измеряю, какая температура внутри тандыра. 185 градусов, как в учебнике, как в справочнике. Она не повар, она учительница. Откуда она знала, какая должна быть температура в тандыре? Но дело в том, что она с этими людьми давно живет. Она губами, она лицом, она всем телом чувствует, правильная температура у этого тандыра или нет. Как эти знания передать вам, телезрителям,
подписчикам в Ютубе, читателям моих книг. Вы же все, миллионы, не можете приехать ко мне сюда на кухню и нюхать мою печь, нюхать мой тандыр, насколько он горячий, запоминать эту температуру. Поэтому мой метод обучения состоит в цифрах. Я называю вам цифры, я называю вам градусы и граммы, потому что в данном случае все очень важно. С тех пор, как я побывал у Губат Муаллима в гостях и получил от него многие знания, прошло много времени, и я совершенствовал свое умение запекать. Что птицу, что мясо, что рыбу. И сейчас я мог бы кое-чем поделиться и с Губат Муаллимом тоже. Но все-таки этот человек сильно старше меня. Если сам спросит, я скажу. А если нет, я могу поделиться своими знаниями с его сыном. С его сыном и со всеми вами. Сейчас я подбираю вкус будущего индюка. Он должен быть в меру соленый. Он должен быть, вот хотите верьте, хотите нет, в меру кисло-сладкий. Я положил 5 ложек соли, 5 ложек сахара. Я наливаю 1 ложку уксусной эссенции. И мне надо потом будет попробовать, чтобы этот рассол вкусным получился. Чтобы вот берешь капельку этого рассола, на язык кладешь, и слюна выделяется. Значит, ты правильно посолил, правильно добавил сахар и правильно добавил кислоту. Еще 1 ложка соли, точно вам говорю, еще 1 ложка соли требуется. Итак, 6 ложек соли, 5 ложек сахара, ложка уксусной эссенции. И мы получили 5 литров очень вкусного рассола. Но вот здесь есть еще 5 килограмм индюка. Он не соленый, не сладкий, не кисленый, ничего в нем нет. Вы поговорите с теми людьми, которые знакомы с физической химией. Поговорите с врачами. Они вам скажут, что если мы этого индюка поместим в этот рассол, то рано или поздно концентрация рассола уравновесится. В 5-килограммовом индюке соли окажется столько же, сколько в 5 литрах воды. Но этого будет недостаточно, потому что мне было вкусно сейчас. Значит, необходимо удвоить, добавить еще 5 ложек сахара и еще 6 ложек соли. Знаете, сколько времени понадобится, чтобы соль из рассола проникла вглубь индюка? Здесь очень толстые слои мяса. Если держать индюка в прохладном месте, то на это понадобится 10-12 дней минимум. Индюка я купил на базаре. Кто его руками трогал? Кто его потрошил? Какие бактерии есть на этом индюке? Я не знаю. Поэтому сейчас я индюка передаю на кухню, для того, чтобы его ошпарили как следует. Кипятком ошпарили. Для того, чтобы, если где-то остались перышки, выщипали. Для того, чтобы его над огнем газовой горелки подержали, осмолили, опалили. Это очень важный этап. Индюк, прежде чем его помещать в рассол, должен быть стерильным. Вместо 2 ложки уксусной эссенции я хочу положить сок от 1 лимона. Если я просто порежу лимон и положу его в рассол, то вот из этой белой корки выйдет горечь. Рассол получится горьким. Но сама цедра, вот эта желтая часть, содержит в себе очень много ароматических веществ с прекрасным запахом. Поэтому цедру с этого лимона я снимаю и отправляю в рассол. Сейчас с лимоном так пахнет, как будто бы здесь 20 человек чай с лимоном пьют. Вот теперь выжимаем сок. Еще не кипит, но вот-вот закипит. Я останавливаю нагрев, потому что мне необходимо опустить ароматические специи. Белый, зеленый, черный, красный перец горошком, лавровый лист, немного розмарина и еще 1 головка чеснока зубчиками. Вы можете собрать для себя набор приправ такой, какой вам нравится. Что хотите, можете положить, начиная от можжевельника, начиная от красного перца. Я не знаю.
вы подберите свой вкус, свой букет, который вам нравится. А нам нравится вот такой. Все, искупали. Чистенький, стерильненький, какой надо. Если у вас есть какой-то бидон из нержавейки, такой, чтобы в него этот индюк поместился, чтобы в него этот рассол налить, и чтобы рассол полностью покрыл индюка. И чтобы можно было плотно закрыть и убрать в холодное место. Отлично. Супер. Вот его и используйте. Но у меня есть полиамидный пакет. Это специальный пищевой пакет, который не выделяет никаких вредных веществ. Я постараюсь упаковать индюка в этот пакет. Вот так вот. И теперь заливаем весь этот рассол в индюка. Весь рассол. Нисколько не должно остаться. Потому что здесь столько соли, сколько необходимо индюку. Еще раз. Рассола делаем столько литров, сколько индюк, гусь, либо утка весят. 5 килограмм индюк, 5 литров рассола. И этот рассол должен быть в 2 раза солонее, в 2 раза кислее, в 2 раза слаще, чем необходимо. Пакет необходимо герметично закрыть, завязать, чтобы внутрь воздух не проходил и чтобы рассол не выливался. Перекладываем его на поднос и все, и выносим на холод. Выносим на холод. Товарищи, друзья, братья и сестры, увидимся через 2 недели. Ага, испугались? Испугались, но я вижу, что не расходитесь. Молодцы. У меня есть готовый индюк. Не 5-килограммовый, 3-килограммовый. Но он выстоял положенное время, и теперь его можно запекать. Я спускаю из него рассол. Вот он каким стал. Посмотрите. Часть сока из индюка, хочешь не хочешь, вышла в рассол. Рассол слили, теперь можно открывать пакет, доставать индюка на свет Божий. Мы этого индюка, как и сегодняшнего, заливали горячим рассолом. Индюк – птица, слава Богу, жирная, хорошо откормленная, поэтому от той горячей воды из него успело выплавиться немного жира. Это отличный жир, которым необходимо смазать индюка. Ничем другим его мазать не надо. Он получится румяным-прирумяным. Он получится красивым-прекрасивым. Природа ему дала все для того, чтобы он стал для нас вожделенной, праздничной птицей. Можно вот так, как есть, отнести его в духовку, да и поставить запекать. Но у меня есть особая подставка под птицу. Чтобы он весь равномерно пропекся, мы его на эту подставку насадим. Вот так. Ага, еще и изнутри тоже жир вывалился. Ну и хорошо. Нам еще и спинку ему натереть надо. Теперь послушайте. Тандыр у вас, или у вас русская печь, или у вас духовка, неважно какая, электрическая, газовая, дровяная, мне все равно. Самое главное, чтобы температура в ней была на первых порах
185 градусов. И чтобы эта духовка к моменту приготовления птицы остыла градусов до 130. Пошли к печи. Когда Угубат Муалима готовили, я в его кур, в грудку, ставил термометры на тросики. У меня здесь тоже есть термометр на тросике, при помощи которого я могу контролировать температуру внутри. И когда она достигнет необходимой, печка даже сама остановится. Я устанавливаю необходимую правильную температуру. Когда куры в тандыре Угубат Муалима достигли температуры 83 градусов, а норма-то 84, идеал 84, я начал расстраиваться. Подумал, ну вот, все получится как обычно. Ничего подобного. Сестра Угубат Муалима достала кур из тандыра, когда их температура была ровно 84 градусов. Я понимаю, что это интуиция. Я понимаю, что это огромный опыт. Но этот опыт и эту интуицию можно передать либо из рук в руки, либо посредством цифр, посредством математики и физики. Я по профессии не повар. Я автор кулинарных книг. И это моя 11-я книга, самая новая из типографии. Давайте сначала рассмотрим обложку. Название «Земля, душа и еда татар» вполне отображают содержание книги. Обычно ведь на обложке полагается изображать, я не знаю, какую-то еду. А здесь ни одного блюда. Но зато здесь есть целых 2 QR-кода. Наводим камеру смартфона на QR-код, и открывается замечательный татарский танец. И не просто танец, а демонстрация самых главных, знаковых татарских блюд. Сметливым людям сразу должно быть понятно, что и все рецепты в этой книге тоже имеют QR-код. И в конце концов начинаем рассказ о татарском народе. Женщина, которой 83 года, из них 70 лет она готовит одно и то же, только катык. Знаете, что такое катык? Вот прочитайте книгу, узнаете. Здесь есть блюда, которые уже начали забываться в татарском народе. Благосостояние народа выросло, и поэтому люди перестали готовить некоторые, очень простые блюда. Но, тем не менее, они очень вкусные. И забывать их нельзя ни в коем случае, потому что это достояние татарского народа. А тем временем мы готовили чахчак. Чахчак – это настолько знаковое блюдо, что чахчак пришлось готовить дважды. Потому что в Татарстане все готовят чахчак по-разному. И рассказываем о чахчаке, который дома приготовить, например, невозможно. Но это то, что следует привезти из Татарстана. Потому что, прочитав эту книгу, вы рано или поздно захотите посетить Татарстан. И у вас возникнут вопросы, а что привезти из Татарстана? В книге об этом рассказано. Если уж что-то непонятно, у вас всегда есть QR-код. Конечно, рецепты, книга, вообще говоря, должна прежде всего вдохновлять людей. Вдохновлять на приготовление этих блюд. Для этого требуются вот такие фотографии. Каждую ниточку скатерти, каждую крошку сахара видно на наших фотографиях. Полюбуйтесь, какая фотография. Аппетитно? Захотелось? В книге более 70 рецептов. Очень много рассказов о специалитетах. Мы ездили по всему Татарстану со съемочной группой, с киносъемочной группой. Снимали что-то там, что-то снимали вот здесь. Ко мне приезжали вот сюда, вот прям сюда ко мне приезжала, там знаменитая татарская кулинар, которую зовут Резида Хусаинова. К нам приходили профессионалы, к нам приходили любители. Мы ездили по районам, бывали в селах, бывали в домах у сельских жителей Татарстана, которые готовили для нас вот эти замечательные блюда. В Татарстане очень многое готовят в печах. Точно так же, как вот в русской кухне. Абсолютно уверен, что эта книга понравится любому человеку, кому ее подарят. И эта книга станет украшением вашей домашней коллекции кулинарных книг. Она огромная по размерам, здесь 440 страниц. Бумагу мы выбрали самую лучшую, которую только возможно было вообще приобрести.
Поторопитесь с заказами, дорогие друзья. Скоро новогодние праздники, да и дни рождения не кончаются. Да и вот подарок просто хорошему, дорогому человеку, такая книга, мне кажется, это хорошая идея. Успехов и приятного вам аппетита! Вот так. Готов индюк. Готов индюк. Замечательно. Но в этот день мы готовили не только индюка. У нас еще и замечательные хинкали готовы. Хинкали с соусом. Из КТК, то есть йогурта, сметаны, чеснока и зелени. Видите скатерть? Она у меня небольшая. Если бы мы готовили не для видеозаписи, а для гостей, то на этом столе места не было бы. Пришлось бы второй стол ставить, потому что должны стоять свежие помидоры, огурцы, зелень, соленья, не знаю, все возможные сыры, какие-то нарезки. Хороший хлеб должен стоять. И самое главное, у хозяина должно быть очень хорошее настроение. И этот хозяин должен вам сказать: приятного аппетита, а нам пора индюка разделывать. Полюбуйтесь на эту картину.